Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Фиалкин уголок. Сегодня у нас коротенькое видео, ответ на вопрос насчет удобрения и стимуляторов листьев фиалки. После того, как мы поставили листики на укоренение, некоторых интересует вопрос, нужно ли листики удобрять, чтобы они поскорее укоренились и поскорее проклюнулись детки. Сколько выращиваю фиалки, никогда листики не удобряю. В этом нет абсолютно никакого смысла и никакой пользы. Здесь самое главное, чтобы листик, взятый на укоренение, был здоровый и жизнеспособный, и в подкормках нет необходимости. Чтобы лист был не пожелтевший, подойдет даже с нижнего ряда розетки лист. Если у него хороший тургор, если он без дефектов, не привявший, укоренится и такой черенок с нижнего ряда фиалки. Также никакими стимуляторами образования корней, тем же корневином, я тоже не пользуюсь. Иногда выращиваю в чистом торфе, иногда с добавлением перлита. На данный момент у меня вот в чистом торфе укореняются листики, все замечательно растет. Вот смотрите, такая корневая видна через стаканчик. Белые, здоровые корни. Желательно укоренять листики в прозрачной емкости. Вот у меня это 100-граммовый стакан. Через него вы будете видеть, как развивается и нарастает корневая. Очень удобно. Вот такие уже две детки проклюнулись. Также вот смотрите, на поверхности торфа видны беленькие корешки. Вот поближе покажу. Корни. Значит, листикам все нравится и листики благополучно развиваются. В субстрате есть на первое время необходимое им питание, и листики хорошо укореняются. А еще быстрее этому поспособствует, во-первых, правильная посадка листа. Лист не нужно слишком заглублять в грунт, буквально на полсантиметра, на сантиметр это максимум, чтобы лист долго не засиживался и поскорее проклюнулись детки, чтобы им было вот легче пробраться наружу. Поэтому это очень важный момент, сильно заглублять лист не нужно. И еще самое главное, нужно следить за влажностью грунта. Ни в коем случае грунт не должен пересыхать, тем более если это торф, или торф с перлитом, такой субстрат моментально пересыхает. И чтобы этого не произошло, и каждый день нам не отвлекаться на листики, каждый день через день их не поливать, желательно листики поставить в тепличку. В ней надольше сохраняется влажность. Вам не нужно будет контролировать процесс полива каждый день. Поставили в тепличку и на какое-то время забыли про листики. В качестве теплички может служить любая емкость с прозрачным верхом, чтобы листикам поступал свет. У меня это такие вот парнички. Также я использую тару из-под тортов. Тоже очень удобно. Также, что касается полива. Когда субстрат еще влажный, он темный. Вот в данном случае торф темный и стаканчик по весу тяжеловат. Когда торф пересыхает, он светлеет, и стаканчик по весу становится легким. Это если вы только начали выращивать фиалки, то вот руководствуясь такими вот ориентирами, можно понять, когда листик нуждается в поливе, а когда поливать еще рано. Сейчас я все это делаю машинально, на глаз. Вот, занимает минимум времени. Поливаем мы аккуратно, буквально по краю стаканчика, чтобы листики не залить. Вот смотрите, у меня такая вот поливалка с таким вот носиком. Очень удобно ей поливать.
буквально вот по чуть-чуть по краю стаканчика. Такой вот лейкой минимальный шанс залить листики. Много воды вы не дадите. Очень удобно. Посадили вы листики, поставили в тепличку и ставим теперь в светлое, теплое место и ждем появления деток. Да, забыла еще сказать, снизу стаканчика желательно сделать дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась на дне стакана и листик не загнивал. Если будет лишняя вода, она вот будет стекать в поддон, в тепличку, и вот в стаканчике не будет болота и листик не будет пропадать. Также меня спрашивали, как я подписываю сорта, на чем. Сейчас я поближе покажу, одну секундочку. Смотрите, использую я такую вот клейкую ленту. Продается она в любом строительном магазине. Она уже на клейкой основе, хорошо приклеивается и не отлипает от стаканчиков, что очень важно. Мне нравится. Называется она, по-моему, малярная лента или малярный скотч. У нее разная ширина бывает, полсантиметра, сантиметр. Очень удобно. Раньше я пользовалась цветными ценниками, но мне как-то они не очень нравятся. Во-первых, отлипают от стаканчика и размер как-то маловат. А здесь вот сколько нужно. Взял, подписал, отрезал и приклеил. Очень удобно для меня. Вот это, кто спрашивал, вот такой вот пользуюсь лентой для подписания сортов. На этом, друзья, я буду заканчивать это видео. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Буду на них вот подробнее отвечать в видео. Всем отличного настроения, красиво цветущих фиалочек и до новых встреч. Всем пока!